Всем привет из города Севастополя. Меня зовут Ирина. И я вас приветствую. Сегодня пятница, вечер. И я решила вам снять видео. Мои орхидеи цветут еще довольно пышно. И я вам покажу новенькие распуски и те орхидеи, которые в полном распуске, но я вам еще не показывала. Первая орхидея сегодня будет вот такая нежность под названием Baby Face. Лицо ребенка, личико. Это ее первое в жизни цветение. Я ее купила подростком уже почти 2 года назад, в мае 23-го года. И в то время я купила не один подросток, они уже процвели, и уже и по 2 раза, и в этом году, а эта орхидея никак не зацветала. Вырастила довольно-таки большую розеточку, причем компактную. То есть листик у нее не сильно переходит за предыдущий лист. Вот такая уже елочка. Эта посадка у меня в закрытую систему 27 октября 2023 года. Вот так уже хорошо орхидея освоила посадку, но никак не зацветала. И только вот в январе наконец-то появился первый цветонос. И он, смотрите, проклюнулся, видите, как высоко. То есть не вот здесь вот в пазухах, а вот прямо высоко. Не знаю, такая вот орхидея подкузмила сама себе. И будет 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветочков. Я ее сформировала на каскад. И вот она меня порадовала, раскрылся первый бутон. Кажется, я увидела у Ирины из уютных орхидей уже взрослую орхидею этого сорта. Она мне очень понравилась своей нежностью. Это стандарт, но сейчас еще цветочки, первое цветение 7,5 сантиметров. Надеюсь, будет покрупнее. И я тогда вдохновилась покупкой и вот купила. И вы знаете, очень довольна. Сейчас открылся первый цветочек. Она очень нежная, очень интересная игра у нее цветов. Вот такой пыльно-розовый до желтого оттенка. И яркая такая у нее с акцентом желтым губа. Покажу вам ее в полном распуске. На солнце она прямо искрится. Постараюсь поймать солнышко, поснимать. Такое, как вот у нее, как золотая пыль. Вот такой бутон интересный. Видите, укладывает все-таки цветочки. Она в разные стороны, с разной стороны. Будет не друг на друга. Но посмотрим, посмотрим. Следующая орхидея перед вами — это орхидея Нью Мальвина, которую я купила цветущей на 8 марта в том году. На праздничный завоз был. Необыкновенный окрас этой орхидеи мне бросился тогда в глаза, и я ее тогда шла за другой орхидеей и купила ее парой. Когда она цвела, я обрезала цветонос до живой почки. И в июне орхидея дает детку на краю цветоноса, с краевой вот этой почки.
Сразу пожалуюсь, что детку я потеряла, она у меня упала, орхидея, и как раз вот выломалась центральный листик у детки. Я ее пока не обрезаю, оставила. Может, что-то где-то прорастет сбоку. Посмотрим. Ну, посмотрю еще немножко и обрежу до живой почки. Вот так вот. И эта детка, вот эта маленькая, дала один цветочек, зацвела. Одним цветочком я вам ее показывала. И это цветение длилось 4 месяца. Лето вот с переходом на осень. Сейчас орхидея цветет уже новым цветоносом, который вышел у нее в январе. И букетик небольшой, но вот она так их компактно расположила цветочки. Очень красиво мне нравится сейчас полотно цветков. Такое ровное, прям как будто выглажено. Великолепная губа, посмотрите, какая красивая. Жаль, конечно, что мальвина уже отцвела. Мы бы вместе поставили и сравнили их. Год назад я пересадила орхидею в двойной горшок. Здесь керамзит на дне, циафлора, кора, сверху кокосовый субстрат. И, не знаю, мох. Должен быть немного мха. Да, вот немножко позеленел. И мох. Вот хорошо уже орхидея освоила посадку. Этот листочек отсыхает, поэтому не переживайте. Это нормально, не больной. А сейчас я вам принесла две орхидеи под названием пениф, чтобы вам наглядно продемонстрировать, какой же это интересный цветок, орхидея, с вариацией своего цветения. Вот эта более темная орхидея, это цветонос детки. Кто давно на канале знает, что у меня орхидея эта упала, выломалась точка роста. И орхидея, причем цветонос не поломался, а вот орхидея сама пострадала. И пока я не отрезала цветонос, спустя 8 месяцев, эта орхидея все доращивала и цвела. Пениф славится своим цветением продолжительным. Практически никогда не бывает без цветов. И когда я обрезала цветонос, вскоре появились вот детка, и там в зачатке так и осталась не развиваться еще одна детка. И потом уже летом вышла из точки роста вот эта детка. То есть сейчас на орхидее две детки. И вот эта первая детка зацвела. Зацвела, смотрите, темным цветением. Вот такой красивый цветок. Этот пениф, именно вот эта орхидея, всегда так цвела. Всегда цвела темным окрасом. У представительницы с темной окраской лепестки прямо кожаные, фактурные. Вот чувствуются эти все бугорочки под пальцами. Остренькие такие вот края, треугольные. И эта орхидея у меня всегда цвела так. Независимо от температуры, от времени года, летом, осенью, зимой, она всегда цвела темным таким цветением. И вот эта орхидейка сейчас зацвела первым домашним цветением. Это пениф, который я купила весной.
прошлого года, потому что еще деток не было у этой орхидеи, которая пострадала. И я уже, когда случилась эта неприятность, выломалась точка роста, я, так как очень люблю этот сорт, я так себе и поставила цель. Если попадется пени в продаже, то обязательно куплю дубль на всякий случай, чтобы у меня сорт остался в коллекции. И вот посмотрите, как интересно эта орхидея процвела. Разные цветочки у нее по окрасу. Последний прям темненький распустился, здесь размытые. Мне нравится это цветение, как и темное цветение прекрасное, так и это цветение тоже мне понравилось. Вот это каждый цветочек по-своему, и это размытость. Я знаю, девчонки показывали, есть пенифа, которая совсем не узнать. Он бывает процветает совсем белым. И видео показывали. Но вот мое цветение мне очень нравится. Посмотрим, как дальше будет вести себя вот этот пениф. Я так поняла, что это еще тот интриган. По сравнению вот с моей старой гвардией, которая, вот я же говорю, цветет стабильно вот так. И тем более интересно будет за ним наблюдать. Конечно, розетка очень крупная у пенифов. Листья, смотрите, видите, как уже отрос молодой листочек у меня за год. Были отеки на листиках, помните, да, вот это вот была травма листочка, отечность, я вам показывала. Листья были такие более светлые, но вот все хорошо. Орхидея у меня посажена в закрытую систему. Вот такие уже корешки. Фитиль я продела до дна в закрытой системе. И вот так вот уже орхидейка выросла у меня. Красавица. Теперь у меня два таких очаровательных пенифа. Поставила орхидейку пениф. И вот вам хочу показать, какое я ожидаю цветение у орхидеи сапфир. Такой вот цветонос большой. Вот, с ответвлениями. Красавчик. И вот Шуберт Блю Ангел. Также вот начал новый распуск. Здесь капучинка дорастила, цветет. И здесь моя розовая принцесска, которая вышла с реанимации. И вот ее, получается, второе цветение после восстановления. Здесь у меня дорастило два бутона, вот уже один распустился, орхидея Black Piano. Я думала, она у меня будет держать предыдущие вот два цветка огромных, но нет, к сожалению, она засушила, и вот распустилось это чудо чудное с рюшистыми краями рваными. Красотка. Очень мне нравится Black Piano, бабочка. И вот вместе с Наоми они прекрасно сочетаются, смотрятся. Распустился новый цветонос у орхидеи гибрид Sequestris Pink Jaguar или дикая орхидея. Видите, я ей завернула старый цветонос. Вот она дорастила. Здесь вот кусочек тоже от старого цветоноса. И вот это уже ветка сирени. Мы ее называем сиренька, да, между собой. Вот это вот красота.
Также мне эта орхидея не попадается в продаже. Вот она тогда вышла, и больше я ее не вижу. А сорт замечательный, вечно цветущий. Все время доращивает, такая вот, как фабрика цветочная. Доращивает, новый цветоносик пускает. И если эквестрис может на конце цветоноса детку дать, то эта орхидея деткуется, сама может детковаться и закрыть точку роста цветоносиком. Почему я говорю? Потому что это у меня и есть детка. Детка, которую я срезала у материнского растения. У мамы осталось как раз материнское вот это растение без точки роста, которое потом впоследствии дала 2 детки. И сейчас орхидейка цветет красиво, также пышно. В общем, супер сорт. Пока добираюсь до растений, которые хочу вам показать, снимаю орхидейки и не могу и снова не показать эту принцессу Янхом принцесс 06116. У нее есть номер. Замечательная орхидея. Практически вот я на глаз не вижу выгорания ее цвета. Очень украшает ее огромная вот эта губа биглипа. Стоит вообще как куколка, как статуэтка. Такая красоточка. Очень долго цветет она уже. Посмотрела по своим записям. 4 февраля у него был почти полный распуск. Вот. То есть она цветет с января. Сейчас уже апрель. То есть 4-й месяц пошел. И вот такая вот красавица. Для любителей мету хочу показать вот такой сорт. Мету Сан. All L, как правильно. Вот такая розеточка. Метушные листья. Толстые. Такие все волнистые. И вот первый цветочек. Будет вот 4 цветочка. И на втором цветоносе, видите, почка проклевывается. А вот такой восковичок глянцевый. Единственное, что мне не понравилось, что он быстро отцвел. Вот именно это уже второй цветонос. Довольно-таки потом также быстро выгнал второй цветонос. Не знаю, посмотрим. А мне бы хотелось, чтобы он цвел как бы не 2 недели, а побольше. Потому что цветок очень красивый. Очень, посмотрите, какая красивая такая огненная, такая лава, створки, губы. Очень красивый цвет. И сам цветочек восковый. И вот, как обещала, в полном распуске пилорик розовый. Всем понравился он, когда я вам снимала начало цветения. Но никто не написал его имя. Не узнали сорт. Вот такая, еще раз покажу, розеточка у него. Специфическая, елочка такая, как бы для сорта, если что, узнаваемая. Немногие орхидеи имеют такую розетку.
пальмочкой. Набит цветонос цветами. Цветонос разветвленный, поэтому вот такая прям копна из цветочков. Красавчик. Такие вот очаровательные тюльпанчики. Давно я вам не показывала Мики Спирит 94, а он цветет, красавчик. Необычная мутация цветочка у него, тройная губа. Видите? Как бы искажение нижних лепестков в губу. Губа основная и вот получается вторая и третья. Такая интересная мутация. Последняя орхидея на сегодня. Вот такая крупноцветковая красавица под названием «Черная молния». Это орхидея азиатская. У меня с 21 года с размера 3,5. Я ее купила с цветоносиком. И она у меня процвела вот так вот по сорту. Дело в том, что у нее есть варианты цветения. Ну, скажем, мне бы не понравилось, если бы она процвела вариантом. Ну, такая вот темненькая, такая фиолетово-бордового окраса равномерного. Мне именно нравится вот этот окрас бесподобный, как вспышки молнии прорезают небо и как бы оправдывают свое название орхидеи. Посмотрите на этот шедевральный цветок последний. Вот этот рваный край, вот эта молния, которая пронзила лепесток пополам. И вот такие разливы. Нижние лепестки очень красивые. Усы, посмотрите, какие усы у нее. Сама губа наполовину окрашена. Смутировала окраска. Здесь также цветочек не повторяется в своем пересечении, да, двух цветов. Все по-разному. Вот такая фестончатость и рваность краев на всех цветах. Очень эффектная, красивая барышня. Она и нежная, и экстравагантная в одно и то же время. Сейчас я померила цветочек у нее 10 сантиметров. И цветет она интересно. Вот она уже сколько у меня, да, лет, уже будет 4 года. И когда-то, вот в один год она не цвела летним цветением. В другие года у нее было и летнее, и зимнее цветение. Причем варьирует у нее продолжительность цветения от 2,5 месяцев до 6. То есть вот такая барышня непредсказуемая. Розетка, конечно, у нее огромная. Вот моя рука, посмотрите, какая у нее большая, размашистая розетка. Вот. Вот так. На уровне моей руки. Параллельно поверхности у нее идут листочки тонкие, ремневидные. И я ее пересадила в двойной горшочек. Ну,
Ну, вот считайте, год назад, в апреле, в конце апреля 24 года. Так что вот она мне живет в двойном горшке, и ее все устраивает. Прекрасная такая леди. Леди черная молния. И на этой красоте я буду заканчивать свое видео. Благодарю всех за внимание. Хочу сказать, что планирую открыть канал на ВК, так, потому что Дзен там вроде бы как прекращает работу с видео, только статьи и рубрики. Поэтому буду вот на этих выходных открывать канал, переносить видео, посмотрю, как у меня это все будет получаться. И вам туда оставлю ссылку. Я думаю, до 15 апреля я еще выпущу видео. Всем здоровья, добра, всего самого-самого наилучшего. До новых встреч!